Добро пожаловать в мастерскую. Сегодня работаем в масштабе 1 к 56. Задача – создать нового тролля, пригодного к жизни в суровом мире Warhammer. За опытный образец я взял тролля Цветана из мультфильма «Тролли» 2016 года. Сделал я это по совету интуиции, как выяснилось, не зря. Информация по лору мира цветастых троллей поверхностна. На основательное же погружение и детальное изучение материала нет времени. Будем работать с тем, что есть. Итак, тролли. Что известно об этих персонажах скандинавской мифологии? Прежде всего то, что они относятся к роду турсов, потомков великана Ymира. Как правило, представляются сверхъестественными существами больших размеров, с одной или несколькими головами, часто большим носом, иногда с хвостом или иными звериными чертами. Питаются мясом, в том числе человеческим, от солнечного света каменеют. Само слово «тролль» означает чары и колдовство, значит, либо тролли были порождениями колдовства, либо сами обладали способностями к колдовству, быть может, то и другое вместе. В мультфильме почти все эти качества воплощены в Бергенах. Самим троллям достался только один атрибут – магичность, а то, что они малы ростом, вполне согласуется с некоторыми представлениями о троллях. Так в северном фольклоре маленькие особи причислялись к лесным троллям. При таком раскладе можно предположить, что оба вида существ в мультфильме относятся к семейству троллей. Только бергены представляют собой архаичных каменных троллей, а цветастые малыши – лесных. Те и другие, очевидно, являются далекими потомками великана Ymира. Значит, злобный характер бергенов и, скорее всего, враждебность к людям перешли по наследству от предвечных инистых великанов, а более сговорчивый нрав малышей сближает их с троллями, живущими под мостами. По запросу Берген поисковик выдает прежде всего один норвежский город в районе Хордлана. Четкого указания на этимологию слова нет. Германский вариант возводит его к обозначению возвышенности, то ли холмам, то ли горам. В германских землях вообще довольно много подобных топонимов. Прозвище Горный вполне соотносится с троллями. Голландский вариант прочтения возводит слово к некоему сохранению, сбережению или безопасному месту, что тоже, если поразмыслить, можно так или иначе отнести к сущности троллей. На всякий случай я спросил у переводчика, что значит Бьоргвин, прежнее название норвежского Бергена, и он сказал «медвежье вино». Возможно, речь о медовухе. Интересное название района Хордлана, где расположился этот город. Не найдя внятного ответа о значении топонима, я воспользовался переводчиком, и он сказал, что Хордлан значит «земля Орды». А тролли, как известно, выступают на стороне Орды, по крайней мере в мире Warcraft. Почему это важно? Да хотя бы потому, что Warcraft состоит в родстве с Warhammer, а именно в мир Warhammer я и собираюсь портировать моего тролля Цветана. Что до отношений троллей и бергенов, то вполне вероятно, это образное представление о внутреннем разделении тролля. Бергены в таком случае представляют телесность, материальную часть тролля, а собственно тролли – его нематериальную, духовную составляющую. Косвенно, схожий внешних черт говорит в пользу этого. Чтобы мой тролль успешно прижился в новом мире, нужно объединить троллей и бергенов в одном существе.
Стоит отметить, что дерево, на котором изначально обитали тролли мультфильма, можно рассматривать как аллюзию на Игдрасиль. В таком случае, побег с него можно расценивать как вынужденную материализацию троллей в Бергенхейме. Своего рода сопряжение миров, шаг к примирению внутреннего и внешнего. Цвет волос Тихони, скорее всего, значит не зарождение ЛГБТ-сообщества в Бергентауне, а ее ментальную готовность к восхождению на Бифрост. Рагнарёк близко. Хеймдаль приготовился трубить Гьялахорн. Итак, тролль Цветан. В оригинале его имя Бранч или Бранх, что переводится как ветка. В контексте вышеописанного уместнее перевести это имя как ответвление, подразумевая новую ветвь родословной троллей. Характер этого тролля отличается от всех прочих. В этом плане Цветан гораздо ближе к классическому образу тролля. Он ближе других познал материальность Бергенхейма. Именно поэтому новая ветвь троллей во вселенной Уорхаммера должна начаться с него. Митохондриальной матерью, безусловно, должна стать Берген Тихоня, как наиболее приближенная к пониманию природы Игдрасиль. Так, добавив в качестве катализатора разработку киберполиса Брутаген, я получу существо, приспособленное к жизни в мире Уорхаммер. Что ж, черновой образ готов. Самое время переводить его в чистовой вариант. Хачин! Готово. В другой раз поработаем с троллями мира Warcraft и Средиземья.